Всем доброго времени суток. Решил показать, как я дважды ремонтировал радиаторы на своих машинах, пробил на дороге. Первый раз разбирал радиатор, второй раз получилось, не разбирая радиатор, отремонтировать, заделать пробоину. Дороги у нас асфальт только в городе, за городом грунтовые, камушек много. Вот в данном случае камушек прилетел прямо в трубку радиатора, погнул ее, и видно, вот она трещина. Радиатор побежал, доливая воды, до города доехал, но новый радиатор нужно ждать 3-4 недели, поэтому решил делать сам. Вот в этом случае камушек попал между кронштейном крепления масляного радиатора коробки и самим радиатором, и, как видите, протер трубку радиатора. Здесь рамка уже снята, вот. Дальше будет видно. Итак, вот первый радиатор, машинка Nissan Sunny. Вот. На нем я ехал, попал камушек, получается, четко в трубку радиатора прилетел. Трубку погнула, она треснула. И сейчас увеличу, будет видно трещинку. Вот. Приехал в город, радиатор ждать очень долго, без машины оставаться не хотелось, поэтому решил делать сам. Вот, видите, как ее изогнула, и вот она треснула. Вот. То есть решил снимать бачки, верхний и нижний. Опыта еще не было, как это делается. Ну, видео тогда не снимал, поэтому нет видео тогда. Сейчас вам просто покажу, как я это делал. Отверточкой аккуратненько отгинаем так вот пластиночки алюминиевые. Вот. Каждую потихоньку, не торопясь, ну, чтобы не забирать у вас время. Дальше это пройдет на ускоренной перемотке. Вот. То есть снимаем и верхний, и нижний бачок. Дальше тут трубочку, которая у нас пробита. Вот. Я купил герметик. Был в продаже у нас жидкий прозрачный герметик. Залил с обеих сторон в трубочку герметик. Потом вырезал кусочек резинки с камеры автомобильной. Затолкал. И сверху опять залил герметиком. И пассатижиками загнул трубку. Все. Дальше спокойненько собираем радиатор в обратном порядке. Вычищаем посадочные места. Мажем тоненьким слоем герметика. Только не мажьте толсто, потому что иначе, когда вы прижмете назад бачки, у вас излишки будут вылазить. И вылазить они будут в обе стороны, и внутрь, и наружу. А в дальнейшем внутри они могут отваливаться и забивать радиатор. Поэтому мажьте тоненьким слоем, ложите резиночку, мажете крышку бачка, выжидаете минут 20. И все. Вот. Ну все, пластинки разогнуты легкими постукиваниями по бачку, чтобы не поломать, но чтобы он отщелкнулся. Все, бачок отщелкнулся, можно его подцеплять и снимать. Вот. Данный радиатор у меня отработал больше 2 лет. Потом я по случайности уже снимал верхний патрубок и отломил сам кронштейн, патрубок от бачка. Поэтому вот он снят. Вот эта вот резиночка уплотнительная, но так как она уже обжатая, поэтому я советовал бы ее ставить на герметик с обеих сторон. То есть мазать радиатор, ложить резиночку, мазать бачок, выжидать минут 20 и потом уже ставить. Вот. Ну а теперь посмотрим нашу трубочку. То есть вот она, погнутая трубка, пробитая. Вот. Ну, вот видите, она согнута, сплющена пассатижами после того, как залита герметиком. Она сплющена пассатижами. Этот радиатор отработал у меня более 2 лет. Я говорю, если бы я его не поломал, он бы работал дальше. Ну а так как сама вот сердцевина радиатора целая, поломан только бачок, поэтому я его не выкидываю. Вот. Мало ли, вдруг пригодится.
Нижний бачок я снимать не буду. Там абсолютно точно так же он выглядит. Ну, а мне разгинать лишний раз пластинки не хочется его тревожить. Поэтому, если он мне когда-то пригодится, то мне нужно будет поменять только верхний бачок. То есть, и все. Вот. Ну и все, после того, как залили, загнули, сплющили трубочку, ставим обратно бачки. Верхний и нижний. Ставятся они легко. Все. Герметиком уже помазано должно быть. Я этого не делаю, так как мне это сейчас не нужно. Вот. Все, воткнули. И дальше обычными стяжками для утяжки груза, они продаются в любом автомагазине. Стягиваем радиатор. Ну, я брал две стяжки. И вот с двух сторон, с одного края, с другого края, стягивал его стяжечками, чтобы он хорошо сел на свое место, пока высохнет герметик. Вот такие вот стяжечки. Они недорогие. Есть в любых автомагазинах. Все, и вот так затягиваем его, чтобы его стянуло. Под саму трещотку стяжки лучше подложить картонку, чтобы не повредить трубочки. Все, стягиваем. После того, как стянули, аккуратненько подгинаем наш алюминий к бачку. И дальше пассатижами сплющиваем обратно все лепесточки, загинаем. Я этого делать не буду, так как бачок этот мне все равно нужно будет менять. Лишний раз загинать трубки, это алюминий получается. Он уже один раз разгинался, загинался, сейчас второй раз разогнут. Поэтому я не буду их загинать по новой. Пусть он у меня лежит так. И все, радиатор лежит, сохнет. Ну, на герметике написано, что 24 часа до полного высыхания. Я ему дал просохнуть 24 часа, потом опрессовал, проверил и поставил. Второй радиатор Toyota Hiace. Здесь, получается, камушек попал между креплением масляного радиатора коробки и самим радиатором. Там кронштейн как раз крепится на рамку. Сколько там этот камушек лежал, я не знаю. Вот. Но он протер трубку. К сожалению, тоже не сразу дошло до меня снять видео, поэтому уже кое-что сделал, потом решил снять. Вот. Ну, благо, что не успел закончить. В общем, вот оно отверстие. Очищаем трубочку по бокам от лепесточков охлаждения. Они пассатижиками легко убираются. Все. Дальше наше отверстие нужно немного расширить. Вот, я это сделал с помощью пинцетика. Алюминий мягкий достаточно. Все это легко расширяется. Так, туда нужно будет вставить шприц, проволочку. Вот. Подчищаем маленько стеночки, так как в трубке все равно есть налет от антифриза. Дальше растворителем, ну, у меня вот обезжириватель. Тот же самый растворитель, только меньше воняет. Вот. Набираем шприц. Единственное, иглу для шприца я брал не медицинскую, а для заправки картриджей для принтера. Она чуть потолще, не отверстие потолще. Вот. И вот этой иглой промываем трубочку. Ну, точнее, заливаем растворителем, вот, чтобы маленько откисло здесь возле отверстия. Вот. Что там внутри, мы не видим. Ну, скорее всего, налет на стеночках должен быть. Радиатор не первой свежести, не один год он на машине стоит. Вот. Дальше я брал обычный проводок, зачищал его кусочек и вот этими вот проволочками чистил внутри в одну сторону, в другую, ну, такими движениями, то есть чтобы он там размахрился и по стеночкам пошоркал. Так как мы заливали растворителем, то я думаю, что там уже на стеночках кое-что откисло. Вот. Дальше, когда пошоркали, снова нужно промыть растворителем, чтобы то, что отлипло, вымылось. Вот. Все так же шприцом наливаем растворителя. Как видите, ничего сложного. Вполне возможно, это можно было
сделать и на машине, ну, не на хайсе, там к радиатору не подлезть. И тем более, что в данном месте стоит кронштейн, на который крепится масляный радиатор, то есть сюда вообще никак не добраться. Вот. Все промываем. Это все растворителем, ну и обезжиривателем. Вот, вымываем в обе стороны. Даем ему немного подсохнуть, чтобы растворитель высох. Можно чуть-чуть подогреть его феном, но не сильно. Все. Теперь в тот же самый шприц надавливаем герметика. Я брал вот такой герметик. Это не реклама, это я просто купил такой герметик, таким пользуюсь. Думаю, любой силиконовый герметик подойдет. В этот раз жидкого, прозрачного, как в прошлый раз, не было. Все, наталкиваем его в шприц. И этим же шприцом, с той же самой иглой, мы его будем заталкивать в трубку. Вот как видите, через данную иглу герметик довольно-таки легко продавливается. И нам нужно как можно больше затолкать в трубочку. Все, и теперь в обе стороны выдавливаем наш герметик. Повторюсь, как можно больше заталкиваем, чтобы он заполнил полностью трубочку. Вот. В одну сторону, во вторую сторону. Вот, прямой иглой далеко в сторону попасть не получается, поэтому я подогнул иглу, сделал ее полукруглой. Вот. И так она проникает чуть подальше. Вот. Ну и все, и заталкиваем, пока не начнет вылазить из трубочки. Дальше берем носик от герметика, который идет в комплекте, срезаем его самым тоненьким. Вот. Ну, также можно вот его пинцетиком пошерудить, чтобы воздуха поменьше оставалось, чтобы он поплотнее сел, прилип к стенкам. Вот. Так вот, про носик накручиваем на тюбик носик, срезаем в самом тоненьком месте. Можно его подзаточить, чтобы он четко входил в трубочку. Ну и все, и дальше опять же уже с тюбика додавливаем, чтобы заполнилось вот здесь вот под отверстием как можно больше. Все, когда полезет через верх, значит, у нас трубочка, насколько можно было, заполнена герметиком. Даем ему подсохнуть минут 15-20. Ну, вот, видите, уже полная. Подсох минут 15. И дальше берем пассатижики и всю ширину трубочку сдавливаем напротив отверстия по всей ширине трубки. Повторюсь, алюминий мягенький, сплющивается он легко. Все, как видите, мы его сдавили. Все, и даем ему высохнуть. Опять же, как по инструкции на герметике, 24 часа. Я так и дал ему просохнуть. После чего, опять же, проверил. Пузырьки и воздуха не шли. Поставил обратно на машину. Делал я все это примерно 1,5 года назад. Снимал вот эти вот коротенькие видео. Думаю, если не будет бежать, будет нормально работать, тогда уже выложу и покажу людям, как можно сделать. То есть проверил на себе. Ну, я говорю, я 1,5 года уже катаюсь. Вот видите, на машине. Вот он радиатор, вот этот кронштейн.
на который крепится масляный радиатор коробки. Видно, что вот по краям трубочки вычищены лепесточки. Вот. То есть это то самое место. И получается, видно прекрасно, что радиатор сухой, никаких подтеков. Ну, вот с рыбалки приехал, тут бабочки налипшие, грязь. Вот. То есть 1,5 года я уже катаюсь, антифриз не уходит, радиатор сухой. То есть вполне действенный способ, работает, держит. Так что, если у кого-то возникают такие проблемы, не надо искать, кто заварит или запаяет алюминий, или заказывать новый радиатор. Все, спасибо за внимание. Всем удачи на дорогах. Не ломайтесь.